Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Рак. Мы коснемся сферы любви, отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы получим совет, предупреждение от Таро, советы от оракулов. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Раки, вторая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Какие у вас перспективы? Три старших аркана. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Для тех, кто в поиске, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? В конце октября. И совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас король мечей. Да, карта может показывать в вас, что вы будете действовать как король мечей. Это человек, который олицетворяет власть, контроль, управление. Это человек, который способен управлять людьми, или это урегулирование каких-то споров, конфликтов. Может быть, у вас попросят выступить как бы третейским судьей в каком-то конфликте. Также может быть какой-то важный вопрос, перед которым вы будете стоять, и вам нужно будет его решать. Причем решать с позиции не чувств, а разума. Но и не ваша масть. Может быть, вам нужно будет с кем-то проконсультироваться. Как правило, король мечей – это специалист высокого уровня, высокого ранга. И при помощи своих знаний, умения он помогает другим людям. Это может быть юрист, адвокат, судья, нотариус. Это может быть врач-хирург, преподаватель для кого-то. Или вот человек, у которого есть какие-то полномочия, и этот человек может вам быть полезен в каких-то вопросах. Для кого-то, может быть, это вопросы, связанные с материнством. Или вот опять Луна. Что такое Луна? Это спутанные мысли, спутанное сознание. Это когда вот все затянуто какой-то поволокой. Луна, она всегда все преломляет. Если Солнце все высвечивает, это наоборот все скрадывает. Это когда нам друзья кажутся врагами, враги друзьями, и мы не можем определиться в каком-то вопросе. Тут может быть и какие-то страхи, может быть неуверенность или какие-то эмоциональные всплески. По поводу чего? Какой-то выбор, который вам сложно выбрать. Да, тут карта говорит, слушайте свое сердце, слушайте свою интуицию, но еще и с кем-то проконсультируйтесь. Так, хорошо. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность, раки, вторая половина октября. Сюрприз или неожиданность? Ух, знаете, как интересно у вас. Уходят какие-то манипуляции, обман. И тут еще, вот смотрите, опять же, как король мечей, помощь от какого-то консультанта. Может быть, для того, чтобы поставить точку в каком-то вопросе или выйти из какой-то сложной ситуации. Это еще может быть связано с работой. Вот здесь у вас пятерка мечей, здесь девятка. Может быть, какой-то обман был на работе. То есть вот нужно будет получить от кого-то помощь или поддержку. Это может быть и юрист, может быть, это ваш начальник или какой-то властный чиновник. У кого-то здесь может быть неожиданное прекращение работы.
То есть вы столкнетесь, как я вот сказала, по пятерке. То ли вы там будете втянуты в какой-то конфликт, или вы сами будете с кем-то разбираться. Но по лисе, может быть, реально был обман. Вот карты говорят, что на работе вас ждет сложный период, но тут или помощь от какого-то верного для вас человека, или помощь от какого-то консультанта, вот как король мечей. Кто-то может разрулить вот эту ситуацию. Ну, вот для кого-то из раков здесь реально уход с работы. Мы сейчас, конечно, все это уточним. Для кого-то может быть здесь предательство какого-то друга. Друга или родственника. Также может быть здесь еще обман в отношениях. Здесь у вас старший аркан сила и страшный суд. Здесь какие-то перемены. Страшный суд может говорить об избавлении или освобождении от какого-то человека или от какой-то сложной ситуации. Также это выход может быть из какой-то тяжести, из судебных разбирательств. Давайте мы уточним страшный суд. Карта несет перемены. То есть она говорит, в вашей жизни закрываются одни двери и открываются другие. Это может быть переезд, смена места жительства. Это может быть уход с одной работы на другую. Также это может быть перемены с отношениями. У кого-то может быть избавление от какого-то заболевания при помощи вот специалиста. Мы смотрели, здесь у нас король мечей, вот луна. Может быть, что-то, с чем-то вы боролись. По луне, может быть, и диагноз не могли поставить. Но также здесь и в отношениях какая-то сложность. Я говорю, здесь, может быть, у кого-то завелся какой-то обман в отношениях. Давайте мы страшный суд уточним. Может быть, не все так страшно, да? Но это выход из какой-то сложной ситуации, повешенной, подвешенной. Какая-то ситуация не решалась. Вы, может быть, уже чувствовали себя вот жертвой каких-то обстоятельств. Но это может быть еще судебные дела, какие-то наследственные. То есть вот повешенный говорит, что ну вот невозможность преодолеть какие-то препятствия. Здесь карта говорит, что вот этот сложный период у вас заканчивается, но при помощи опять кого-то. Вот чья-то помощь вам понадобится. Какого-то друга, советника, консультанта, специалиста. Два старших аркана. Это может быть связано с вашим домом, с вашей семьей. Может быть по суду какие-то наследственные дела. Вот все зависло, ничего не решается. Здесь наконец-то сдвинется с мертвой точки, но, может быть, вам реально нужно найти адвоката, который вот прояснит вот эту какую-то мутную ситуацию. У кого-то здесь, может быть, были отношения с несвободным человеком. Это выход из повешенного. Вы знаете, здесь может быть подготовка к свадьбе. Например, вы были с человеком в отношениях, человек был женат, например, или замужем. Здесь приходилось обманывать. Сложные времена вы проживали, были какие-то испытания. Вот сейчас, наконец-то, этот вопрос разрешится. То есть это выход из любовного треугольника. Карта может говорить о подготовке к свадьбе для кого-то. Или это связано с работой. Может быть, вы воевали-то из-за чего-то, повешенно, ничего не развивается, или вы там на работе чувствовали себя жертвой каких-то обстоятельств, или, может быть, вас там обманывали. Также, может быть, знаете, как изменения. Вы работали в офисе, и вдруг вам предлагают какие-то командировки, переезды, поездки. Это вот переворот с ног на голову. Может быть, из-за этого вы будете ругаться. Но в любом случае, какая бы у вас тут сложная ситуация ни была, она говорит, вы наконец-то из нее выходите. Но опять при помощи кого-то. Друзья, родные, близкие, коллеги на работе. Хорошо, давайте посмотрим тогда сила. Старший аркан силы для отношений, конечно, может говорить и о боли, страсти, об эмоциях, о желании. Но также здесь может быть и сила, и ревность. То есть, может быть, кто-то давит, кто-то пытается подчинить другого, или какая-то здесь борьба. Может быть, вот реально вы боролись за свою любовь. Давайте посмотрим. Башня.
судебные дела, может быть, судебные, наследственные дела, борьба могла быть за недвижимость. Ну, вы вопрос-то этот решите. Вот только в совет вам говорят, адвоката наймите. Конечно, у кого-то здесь была тайная связь. Происходит тут какой-то слом. Так, сейчас еще одну карту. Угу. Здесь у вас какие-то сомнения. Еще, знаете, бывает, когда человек долго находился в отношениях с несвободным человеком. И когда этот вопрос решается, у нас сразу сомнения. Или вы перегорели, или вы очень долго ждали решения какого-то вопроса. Ну, вот, по башне, может быть, человек разводился. Также вот тут какие-то наследственно-имущественные дела. Что-то по жрице, есть какая-то тайна. Так, я вижу, что я уже ушла из зоны доступа. Сейчас я подниму. И вы меня не видите. Здесь может быть вот что-то скрыто, завуалировано, и у вас сомнения. Может быть, вам какое-то предложение поступило, но вы не знаете, как быть. Конечно, здесь карта говорит, слушайте свою интуицию, если вам сложно выбрать. Так. Тут в совет ложится девятка пентаклей. Я говорю, может быть, здесь что-то связано с получением наследства. Но вас что-то вот смущает. То ли вы какую-то хитрость, обман какой-то раскрыли, или наоборот, вы это подозреваете что-то нечисто. Может быть, вам тут предлагают какой-то выбор, а вы вот уже чувствуете подвох в этом выборе. Так, давайте вам совет посмотрим. Конечно, решение принимать-то будете вы. Император. Вот опять какой-то император и король мечей. Здесь, я думаю, в этом вопросе, если вы в отношениях или в браке, здесь должен мужчина эту ситуацию разрулить. Но и опять же, вот, может быть, с кем-то проконсультироваться. Мужчина это же кто? Это у нас, император это кто? Это, как правило, отец, супруг, может быть, для кого-то взрослый сын. Это человек, император, да, у него все по полочкам. Он соблюдает правила, он соблюдает законы. Но еще это человек, который решит любые финансовые, судейские дела. Он все разрулит, и под его чутким руководством все будет хорошо. Поэтому, если меня женщины смотрят, вот полагайтесь на своего мужчину. Вот как он скажет, если вам тем более здесь сложно выбрать, пусть мужчина это решает. Да, берет на себя ответственность за принятие вот этого решения. Хорошо. Для тех, кто в поиске любви, старший аркан умеренности, как правило, карта говорит, ждите. Да. Может быть, она говорит сейчас, займитесь собой, своей внешностью, своим здоровьем. Займитесь спортом, сядьте на диету, высыпайтесь. Потому что это не карта действий, это карта ожидания, терпения. Может быть, она еще говорит, займитесь сейчас медитациями. Вот то, что вносит баланс внутрь, в наше тело, в нашу душу и, естественно, и в мир вокруг нас. Я могу вам совет посмотреть. Ну, пока, может быть, у нас ведь умеренность всегда приходит после смерти. Если вы столкнулись с каким-то предательством, обманом, то вам вот нужно восстановиться. Возьмите пока время для того, чтобы, вот как я сказала, привести вашу жизнь в баланс. Два старших аркана, да, звезда. Вот прям вон карты говорят, заняться какими-то духовными практиками. Восстановиться и строить планы на будущее. Тут вот и еще, конечно, эти две карты говорят, повышайте свои вибрации. Если вы сталкивались с предательством, с обманом, то когда вы повышаете ваши вибрации, то в вашу жизнь приходят совсем другие люди. Но вам нужно пройти через этот крест, чтобы пришла в вашу жизнь верность, преданность, дружба, защита. Эта карта показывает, что в вашу жизнь придет верный, важный для вас человек, но для этого вам нужно вот этих всех людей оставить ниже себя. К вам уже они просто притягиваться не будут.
Но еще, конечно, это карта надежды и веры. Веры в то, что все будет хорошо. Но в любом случае не эти 15 дней. Хорошо, работа, карьера, бизнес, пятерка мечей. Я говорю, здесь какие-то конфликты. Может быть, коллектив. Невозможно с ними находиться вместе. Может быть, какие-то конфликты с начальством, недопонимание. Может быть, какие-то клиенты раздраженные. Но пятерка всегда говорит, что вот есть что-то, дискомфорт на работе. Скорее всего, вы с этой работы уйдете. Может быть, какое-то время будете без работы, но потом получите предложение. Здесь или работа на дому, или, может быть, присоединиться к какой-то команде. Здесь, если меня мужчины смотрят, может быть, что-то связано со строительством, отделкой домов. Также это может быть организация каких-то праздников. Вот украшение дома, может быть, украшение сада, ну, ландшафтный дизайн. Или, может быть, это семейный бизнес. Давайте здесь положим одну карту. Точнее. Здесь вот по-любому уход с работы. Здесь может быть заняться каким-то творчеством. Может быть, пятерка говорит, что вы будете сражаться с конкурентами, с другими претендентами на какой-то крупный заказ, который решит очень много проблем у вас в работе. Здесь и прибыль хорошая, но вы здесь и реализуетесь как специалист. Потому что страшный суд, как правило, говорит, мы пересматриваем свое мировоззрение, свою точку зрения. И я понимаю, что вот я хочу освободиться, избавиться, не хочу больше ни на кого работать, попадать под чье-то влияние, в какую-то кабалу, от кого-то зависеть. Вот я открыт для общения, я хочу реализоваться вот сам или сама. Ни от кого не зависеть, вот ни с кем не воевать, не конфликтовать, никому ничего не доказывать. Потому что по деньгам у вас что-то новое, или новый проект, новый заказ, или новая работа, или новая деятельность. Опять же, может быть, это какие-то старые проекты, которые вы отложили на потом. Сейчас вы их можете реализовать. Может быть, с помощью родных, близких или друзей, люди с прошлого. Может быть, вам кто-то что-то предлагал, какой-то вот верный человек. Но я говорю, это может быть родственник, друг. Что-то предлагал раньше, ну вот работа вас обязывала, вы там находились. А сейчас вот что-то там произойдет, то ли вы сами просто решите уйти. Начнете вот с кем-то вместе работать. Это не обязательно 2 человека, может быть, это какая-то команда, которая поможет вам реализовать наконец-то ваши мечты. То есть у нас была вот эта луна, у нас было все скрыто, у нас была какая-то борьба непонятная, конфликты с кем-то, ссоры. И вот наше сердце зовет нас: уходи, уходи, сколько можно бороться, уходи во что-то свое. Но здесь вам нужно будет, вот как король мечей, вот отсечь. А для тех, кто в поиске, да, тут 9 мечей, тут какие-то уже страхи. Ну, страхи какие? То есть вот человек ложится спать, и у него в голове крутятся вот эти мысли, да, вот как я дальше буду, вот у меня работы нету, на что я буду жить, там, кормить детей, содержать там что-то. Да, здесь очень много переживаний по поводу работы. Вот опять карта говорит, может быть, вы потеряли работу, закрыли бизнес. Но вот идет помощь от какого-то человека. Давайте мы вам совет посмотрим. Это вот оказаться в нужном месте в нужное время. Тут счастливый случай, это удача, которую нужно поймать за хвост, но это вам кто-то предложит. Так, совет для тех, кто в поиске работы. Так, через тернии к звездам. Очень много преград на пути. Или, знаете, вы что-то хотите начать, но вас останавливает то, что очень большая конкуренция. То есть много людей занимаются тем же. Или какие-то ваши планы, которые вы хотите осуществить, пока очень много преград для этого. Так. Тут самое главное убрать страхи и решиться наконец-то реализовать то, о чем вы думали. Что вас так пугало? Если же
Карта показывает, там, где вы находитесь, одна сплошная борьба, помощи ни от кого не ждать, значит, надо куда-то уезжать. Как правило, рыцарь жезлов — это поездка с целью заработать, это может быть другой город, а может быть и другая страна. Она еще говорит о смене вообще рода деятельности, о смене местонахождения. Но вот какая-то ситуация, вот предложение, вы раки, вы водные, а здесь может быть предложение от какого-то рыцаря жезлов. Как правило, это хороший специалист. Может быть, этот человек вам что-то предложит. Вот, может быть, это кто-то из прошлого, какой-то друг, может быть, коллега, с которым вы раньше работали. То ли он вам предложит что-то начать, и вы прям загоритесь этой идеей, или он вам предложит куда-то уехать. Он, она, тут неважно кто. Вот я говорю, помощь от какого-то человека. Поэтому, если кто-то вам что-то предлагает в эти 15 дней, хотя бы рассмотрите. Так, хорошо, финансы. Ну, восьмерка это пентакли, это, конечно, деньги. Это деньги за работу. То есть карта говорит, что вы работаете, вкладываетесь, ну, получаете отдачу. У кого-то может быть здесь какое-то, может быть, строительство дома, начало ремонта, куда нужно будет еще вкладываться. У кого-то может быть начало нового бизнеса. Ну вот я говорила, может быть, здесь какая-то другая сфера. Как бы она говорит, что вы уже человек опытный. Но, может быть, еще нужно будет здесь как-то подучиться. Ну, по мере того, как вы будете становиться как специалист, будет расти и ваш финансовый достаток. Кто-то, может быть, будет тратиться на какое-то обучение. И в конце этих 15 дней, в конце октября у вас ложится шестерка кубков. Ну, кто-то, может быть, будет заниматься тут смена поколений. Это дети, родители, бабушки, дедушки. Это, может быть, какие-то семейные праздники, дни рождения, юбилеи. Что-то вы будете здесь отмечать. Также это, когда в нашу жизнь приходят люди из прошлого, вот с какими-то предложениями. А у кого-то, может быть, здесь какие-то покупки в дом, то, что делает наш дом таким гармоничным очагом. Также, может быть, в конце октября, если вы далеко живете, то могут быть приехать дети к вам. Сейчас праздники какие-то, да, у нас. Или внуков вам привезут. Ну, вот я говорю, тут смена поколений. Так, хорошо, советы или предупреждения. Вот карта говорит, ловите удачу за хвост. И если вы участвовали в каких-то судебных делах, то решение будет в вашу пользу. Но еще карта говорит, если вы очень много трудились, то сейчас прибыль позволит вам вот чем-то себя побаловать. Купите себе что-то, что вы очень давно хотели. Хорошо, давайте получим для вас совет от Веканского оракула. Раки. Вторая половина октября. Так, это у нас 12-е, по-моему, Мабон. Она перевернутая сейчас. Да, это Мабон. Пришло время... это перевернутое, простите, да. Сознание нищего видит только потери, беспокойство и стресс в ситуации возможного процветания. Освободитесь от этих страхов путем принесения благодарности за то, что у вас уже есть прямо сейчас. Хорошо, еще у нас совет от оракула Королевы Луны, Раки, вторая половина октября. Фокус. Ну, фокус это фокус, да, это сосредоточиться на чем-то. Да, есть какая-то у вас сейчас важная ситуация или вопрос, или задача, которой вам нужно посвятить больше времени. Да, карта говорит, если вы совершите ошибку, то это ваша ошибка. Но в то же время она вам советует придерживаться своей позиции, не слушать ничьих советов, решать вы должны только сами. Но если сейчас перед вами стоит очень много задач или проблем, то карта говорит, все равно не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь на самой важной. Вот решите ее, потом будете заниматься другими вопросами. Хорошо. Ну, давайте посмотрим маятник. Что нам скажет маятник для раков
Маятник, ответь, пожалуйста, раком. Вторая половина октября. Запрос. Их запрос на да или нет? Да. Какой ответ? Сейчас. Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.